газу. Чуть-чуть там много. О. Всем привет! У этого старичка Tohatsu 8A появился новый владелец. Сразу после покупки лодочный мотор привезли к нам на проверку. Нога у него длинная, попросили сделать короткую. Сначала мотор работал очень плохо, но после чистки карбюратора заработал отлично. По двигателю никаких нареканий нет, только ручной стартер работает через раз. А вот охлаждение работает только на высоких оборотах. На низких оборотах пропадает контрольная струя воды, и мотор начинает ощутимо перегреваться. Сняли редуктор, смотрим водяную помпу. Вертикальный вал состоит из двух частей. Давно не разбирали помпу, поэтому вал хорошо заржавел в квадратном соединении. Крыльчатка более-менее рабочая, хоть и вся потертая, но лопасти целые и даже эластичные. Корпус помпы здесь алюминиевый, стакан в корпусе нержавеющий. Из-за коррозии стакан сдавило так, что он из круглого стал овальный. Его сдавливало как сбоку, так и сверху. Поэтому крыльчатка стала такой затертой, и водяная помпа не работает на низких оборотах. Приехал владелец, забрал водяную помпу, сказал: я все сделаю. Вот он вынул старый стакан, изготовил новый стакан и установил в корпус. А пластину он выровнял. Поверхность шлифанул, это видно. Но все равно крыльчатку-то мы оставляем старую, она потерта. И на холостых оборотах будет работать очень плохо. С этой стороны она в хорошем состоянии, но с этой она была потерта эллипсностью. К сожалению, такую крыльчатку уже не найти. Она своя, от Tohatsu 8A. Владелец сказал: ставьте так. Будем ставить. Ногу отпилили, обработали, сварили, обработали сварочный шов. Сейчас будем подкрашивать. Укоротили вертикальный вал. Нога готова, покрасили ее. Весь мотор мы не красим. И собираем. Струбцины закисшие, расхаживаем.
Итак, мы собрали мотор пока что до такого состояния и приостановили сборку, потому что владелец принял решение о замене водяной помпы. Опять начинается творчество. С этой помпой уже ничего сделать нельзя. Таких запчастей нет уже даже в сарае у японского деда. Да и к тому же, даже если эту помпу восстановить и установить сюда нормальный стакан, рано или поздно в морской воде стакан снова раздавит из-за коррозии. Алюминиевый корпус помпы – это неудачное решение. Наиболее подходящая водяная помпа – это помпа от мотора Suzuki 9.9.15, по нашему мнению, потому что она самая компактная. Вот так она выглядит. Вот ее каталожный номер. И вот как она будет выглядеть, когда мы ее сюда установим. Это мы поспиливали отверстие для того, чтобы она вошла в ногу, потому что нога имеет сужение кверху. Это уже убитая помпа, на которой мы тренировались. Порезали ее, чтобы посмотреть, как она сюда встанет. Крыльчатка будет установлена от Yamaha 8 Enduro. Она наиболее подходящая в нашем случае. Внутренний диаметр крыльчатки 14 мм, а диаметр вала 15 мм. Поэтому нам нужно будет разобрать редуктор, проточить диаметр вала на 1 мм и изготовить шпоночный паз. Не стали брать крыльчатку от Suzuki, потому что ее диаметр 13 мм внутренний. Тогда нам пришлось бы еще больше стачивать диаметр вала. Не хотелось бы портить квадрат. Цифра 55 означает, что это мотор 1980 года выпуска. И, наверное, это уже последний год выпуска для этой модели. Далее уже пошла современная модель 8B, которую до сих пор выпускают и копируют китайцы. А эта модель уже уходит в прошлое, и ремонтопригодность у нее под большим вопросом. Запчастей нет, приходится как-то выкручиваться вот такими способами. Сейчас мы будем протачивать корпус помпы, чтобы установить в него сальник. Крыльчатка от Yamaha 8 Enduro такая же по высоте, как и сузуковская. Слева Suzuki, справа Yamaha. Только отличаются они внутренним диаметром. Сейчас мы будем протачивать вертикальный вал на 1 мм. Проточили здесь посадочное место для сальника в корпусе помпы. И будем собирать. Состояние редуктора отличное. Вертикальный вал проточили. Шпоночный паз переделывать не надо. Отрезали от корпуса помпы все лишнее. Теперь нам нужно приварить сюда крепление корпуса к редуктору. Будем прихватывать прямо на месте. Приварили такие трубочки, чтобы корпус можно было закрепить на гайке, так же, как это сделано по заводскому. Сюда мы установим уплотнительную резинку со старого корпуса.
Пошла вода на холостых. Наша помпа работает. И мотор работает. Двенадцать и 5. Мотор готов. Итоговая сумма за всю работу и запчасти 23 тысячи. Мотор был приобретен за 30 тысяч. Если вы знаете, как его раздушить до 9,8, пожалуйста, поделитесь информацией. У нас на канале уже было 2 видео по переделке водяной помпы на этом моторе. А в этом видео мы уже показываем 3-й способ. Ссылки на другие видео оставляем в описании. Не забывайте ставить лайк, если вам понравилась наша работа, и пишите свое мнение. Всем пока!